Привет, это Навальный. За последнее время вы увидели кучу смешных, уморительных новостей о том, как идет избирательная кампания в России. А у меня для вас есть картинка, как идет настоящая избирательная кампания. Ну вот в реальной жизни. Что это за странная красная карточка, спросите меня вы? А это, друзья мои, таблица согласований моих предвыборных митингов, из которых, собственно говоря, мы видим, что не согласовывают больше митингов вообще. Каждую неделю наши штабы отправляют в разных городах примерно 200 заявок, чтобы получить все необходимые разрешения и безо всяких эксцессов провести нормальную человеческую встречу. И сначала мы эти разрешения получали, потому что Кремль, он был уверен, что на встречу никто не придет. А потом выяснилось, что на встречи со мной приходит больше людей, чем на любой митинг «Единой России» за все время существования этой партии. И поэтому нам для начала перестали давать согласование митингов в крупнейших городах, городах-миллионниках. Ну и в городах поменьше на встречи приходило довольно много людей. И поэтому нам перестали давать согласование на митинги в городах с населением больше 500 тысяч. Но что делать? Мы поехали по 300-тысячникам. И тоже вполне успешно. Ну и вот, убедившись в том, что в любом городе России у нас пугающе много сторонников, Кремль дал указание просто перестать давать разрешения вообще. Давайте снова взглянем на табличку. Все красное, а вот эти вот редкие вкрапления оранжевого — это ответы в духе: мы не против того, чтобы вы проводили митинг, но проводите его, пожалуйста, в понедельник в 10 утра. Еще раз обращаю внимание, это абсолютно незаконно, потому что нельзя отказать в проведении митинга. Власть обязана предложить альтернативную площадку. Но в нашем случае они отказывают и все. Иногда даже без объяснения причин. Иногда говорят, что все площади в городе заняты какими-то другими акциями. Но вот смотрите, например, в Твери. Нам разрешения не дают, объясняя это тем, что состоится масштабная городская акция «Десант здоровья». Вот так выглядела эта акция. В Новокузнецке там ничего провести нельзя, потому что площади заняты огромной ярмаркой. А на практике огромная ярмарка выглядит вот так. И во всех городах одно и то же. И оцените в связи с этим лживость и лицемерность президента Путина, который только вот в понедельник публично говорил, что у нас все по закону. И это вот только эти оппозиционеры сами провоцируют конфликт, чтобы привлечь к себе внимание. К сожалению, некоторые группы протестующих или организаторы вот этих мероприятий, они специально сами часто обостряют ситуацию для того, чтобы привлечь внимание. У нас нет ни малейших сомнений в том, что все эти отказы — это приказ лично Владимира Путина, который просто испугался того, что у нашей компании есть поддержка в любом городе страны. И того, что мы уже сейчас создали региональную политическую структуру такой силы, что даже в условиях цензуры мы вполне можем конкурировать с ним на выборах. Поэтому мы подаем в суд на президента Путина и на его администрацию в связи с этими очевидно незаконными действиями. Да, конечно, мы знаем все про российские суды, уж мне-то про них не объясняйте, но это вопрос принципа. Нам важно показать, что мы действуем по закону, а они нет. Ну, суд судом. А что делать-то будем, Алексей? Ну а что тут делать? Работать будем. Разрешения на митинги нам не дают, поэтому приглашайте меня в гости. Будем проводить встречи с избирателями на частной территории, если на местах найдутся достаточно смелые люди, чтобы дать нам такую возможность. Например, в Тамбове мы так и сделали. Митинг проводился на частной земле. Нам сгодятся стадионы, парковки, пустыри, цеха, рынки, торговые центры, ангары, складские помещения и вообще любые помещения и территории, которые находятся в частной собственности и владельцы которых готовы посотрудничать с нами. Вот в Иркутске мы проводим встречу там на территории мебельного центра. И смотрите-ка, что это? Представляете, свиная голова, которую подвесили, видимо, местные власти, на двери мебельного центра, когда выяснилось, что я там выступаю. Отличный знак, я считаю. Признак гостеприимства. Это значит, что мы не просто проведем встречу, но мы сможем сделать отличный холодец. Так что еще раз, если у вас есть помещение, в котором может уместиться больше 1000 человек, зовите меня в гости. Мы свою компанию в любом случае не остановим, ведь никто, кроме нас с вами, на пути у этой воровской банды не встанет. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.